самый удачный и, на мой взгляд, совершенно идеальный рецепт сырников. Они всегда получаются невероятно вкусными, пышными, мягкими и очень нежными. Хорошо держат форму и не расплываются на сковороде. Всем привет! Я Света и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте готовить. 280 грамм творога закидываем в миску. Творог должен быть зернистым, и чем жирнее, тем вкуснее получатся сырники. Всыпаем туда же 40 грамм сахарного песка. Еще подсаливаем по вкусу. Теперь отделяем желток от белка. Отправляем к творогу только желток. Перемешиваем продукты ложкой, но не увлекаемся. Лишняя влага нам не нужна. Творог с сахаром, если долго растирать, смесь выделит сок. Нам важно быстро объединить продукты и всыпать 40 грамм пшеничной муки. Также быстро перемешать, и наше тесто для сырников готово. По желанию можно добавить в тесто для аромата ванилин или ванильный сахар. Делим тесто на 6 частей. Кроме столовой ложки, никакие другие приборы нам сегодня не понадобятся. Формируем шарики из теста в муке. Оно очень прилипучее. Без муки никак. Немного их приплющиваем. Придаем форму, типичную сырнику, стряхивая при этом лишнюю муку. И еще последний сырник. Вот что получилось. К завтраку на 2 порции в идеале. Приступаем обжаривать. Можно это делать на сухой сковороде, ну или немного смазать топленым или растительным маслом. Огонь под сковородой средний. Готовим сырники с 2 сторон до румянца. Перекладываем все в жаропрочную форму и буквально 5 минут доготавливаем творожную вкуснятину в разогретой до 180 градусов духовке. Все, наш полезный горячий завтрак готов. Подаем к столу со сметаной, йогуртом, вареньем или, как у меня, с малиновым соусом. Объедение. Вкусно, ароматно, сытно получается. Приготовьте обязательно сырники именно по этому рецепту. Вам он понравится, как сам рецепт, так и конечный результат. Приятного всем аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении
и прощаюсь до новых рецептов. Пока-пока!